Последние годы показали нам, насколько хрупким может быть мир и как быстро меняется геополитический ландшафт. Глядя на то, что происходит сегодня в мире, я уверен, что все адекватные, здравомыслящие люди в большей или меньшей степени задумываются о том, что нас ждет в ближайшие годы. Для тех, кто уже живет за границей, в Польше, в странах Балтии, например, и для коренных жителей этих стран, или те, кто только планирует эмиграцию, вопрос безопасности семьи и стабильности будущего стал едва ли не самым главным на сегодняшний день. К слову, я уже со своей семьей уже около 4 лет живем в Польше, у нас польские корни, мы легализовались, выучили язык и стараемся ассимилироваться в этой стране, потому что это очень крутая страна, но ситуация в мире все никак не отпускает нормальных, здравых людей и постоянно провоцирует нас на то, чтобы смотреть куда-то вперед. И, конечно же, когда ты уже находишься легально в Евросоюзе, легализован, у тебя есть документы ВНЖ, ПМЖ, то проще, конечно, планировать иммиграцию дальше куда-то по Европе. Но мы обязательно еще в этом видео поговорим о тех, кто находится не в Евросоюзе и хочет тоже спланировать свой переезд или иммиграцию в целях безопасности. Поэтому сегодня мы не будем говорить о красивых пляжах или дешевом пиве. Мы поговорим о стратегии, о том, какие страны Европейского Союза могут предложить нам максимальную защиту от внешних угроз и при этом достойный уровень жизни. Итак, по каким критериям мы будем рассматривать страны для иммиграции? Географическая удаленность от потенциальных горячих точек. Это главный фактор. Конечно, все относительно, но мы ориентируемся на сегодняшнюю ситуацию. Военно-политическая стабильность, экономическая устойчивость и высокий уровень жизни. Ведь безопасность — это не только отсутствие войны, но и уверенность в завтрашнем дне. Доступ к медицине, образованию, стабильная работа и так далее. Традиции нейтралитета. И, конечно же, миграционная политика. Насколько реально и относительно просто получить ВНЖ или ПМЖ. И в конце я расскажу наши личные предпочтения, которые мы сами гипотетически в проекте рассматриваем как возможность к дальнейшим нашим передвижениям. Скандинавские страны. В конкретном случае будем рассматривать Данию. Забавный факт про Данию, что она последние годы часто возглавляет рейтинг счастья. То есть условно так считается, что там живут самые счастливые люди. Дания — это одна из самых стабильных и безопасных стран мира, член ЕС и НАТО. Географически достаточно удалена от потенциальных рисков. Уровень жизни один из самых высоких в мире. Образование, медицина, социальные гарантии на высшем уровне. Культура хюге – это уют и комфорт. Датская философия хюге – это такая классная история, человеческая. Если честно, я даже когда изучал вопрос, не ожидал, что это у скандинавов обычно азиаты такими промышляют всякими философскими штуками, но круто было узнать, что у них эта идея основывается на фундаменте радоваться простым вещам. Это то, чего нам действительно сегодня всем не хватает, не правда ли? Создавать уют, комфорт. В Скандинавии очень тоже мало солнечных дней. Эта философия, она вообще никому не повредит всему этому огромному региону, половине Европы. Потому что умение радоваться простым мелочам, ценить то, что имеешь, и даже не столько про вещи, сколько создавать уют, именно про человечность, про тепло людей между собой, общение, общаться, отключить гаджеты, замедлиться, подышать, поговорить, просто чувствовать эту жизнь между собой в таком человеческом, глубинном аспекте. Это же очень круто, вообще офигенно. Дания целенаправленно привлекает высококвалифицированных специалистов. На первых порах в Дании можно обойтись английским языком, но для максимального комфорта датский обязателен. Главные минусы – это очень высокие налоги и стоимость жизни. Достаточно холодный климат ментально и физически. Так как это родина викингов, это специально для тех, кто не любит душные и жаркие страны. Итак, Дания – это выбор для тех, кто готов платить за высочайший уровень социальной защищенности, инноваций и предсказуемость. Кто-то даже говорит, что это страна будущего, которая уже наступила. Австрия – член Евросоюза, но имеет постоянно нейтральный статус, закрепленный Конституцией. Географически находится в Центральной Европе, но достаточно удалена от текущих горячих точек. Уровень жизни очень высокий. Качественное образование, медицина, развитая социальная система, отличная экология и безумно красивая природа.
Из минусов это достаточно консервативная миграционная политика, но есть программы для квалифицированных специалистов. Что-то типа Red, White, Red Card. Красно-бело-красная карта в Австрии — это типа вида на жительство для неграждан ЕС, как раз таки. Чтобы поддерживать нормальный уровень жизни, эмигрируя в такие страны, это нужна прям хорошая работа. Это, кстати, вот тоже даже не про меня. Я такой вот творческий весь, лодырь. Но если вы являетесь каким-то очень крутым, востребованным специалистом, с очень важной профессией, то, я думаю, без проблем можно претендовать на иммиграцию в такие страны. Ну, сейчас мы говорим в общем о странах, мы не говорим о поиске работы. Кстати, возможно, стоит сделать подобное видео, похожее о поиске работы вот в таких странах. Что думаете? И, наверное, самым главным минусом для многих будет это сложный немецкий язык и высокие налоги. Австрия — это прекрасный компромисс между швейцарской стабильностью и доступностью Евросоюза. Для тех, кто ценит комфорт, природу и не боится немецкого языка, и, конечно, у кого хватит на все это денег, то это прекрасное решение на сегодняшний день. И следующая как раз Швейцария. Член Европейского Союза и стратегически очень важный игрок. Традиционно нейтральная страна, не входит ни в ЕС, ни в НАТО, что для многих является плюсом с точки зрения независимости. Географически защищена Альпами. Уровень жизни один из самых высоких в мире, стабильнейшая экономика, высочайшие зарплаты, идеальная инфраструктура, качество медицины и образования. Самый жирный минус — это, конечно, нереально сложная миграционная политика. Получить ВНЖ очень непросто. Чаще всего требуется предложение от крупной швейцарской компании или значительные инвестиции. Там невероятно дорогая жизнь и очень строгие миграционные правила. Однако эту страну невозможно не включать в список из-за тех самых вышеописанных плюсов. Речь именно о безопасности. В Швейцарии она на каком-то заоблачном уровне. Завоевать страну практически невозможно. В случае вторжения армия и правительство не сдаются, а уходят в укрепленные районы в центре Альп. Сами по себе узкие перевалы, глубокие ущелья и скалы делают продвижение армии противника практически невозможным. Государственная тактика защиты при нападении — это тактика выжженной земли. Все ключевые тоннели, мосты и дороги, ведущие в горы, заминированы и подготовлены к взрыву, в случае чего противник получит только руины и никакой инфраструктуры. Чтобы вы понимали, Гитлер не трогал Швейцарию не потому, что он был такой добренький в отношении этой страны, а потому, что он посчитал это невозможным. У немцев даже был план вторжения в Швейцарию, Таненбаум, но он был отменен после оценок всех рисков. Также Швейцария — это страна-бункер. В Швейцарии более 370 тысяч бункеров. Закон требует строить убежища во всех новых домах с 1960-х годов. Это позволяет не только укрыть все население, но и вести боевые действия даже после ядерного удара. Так что при всех огромных минусах легализации и вообще технической возможности мигрировать в Швейцарию просто невозможно не включать эту страну в список, потому что по уровню безопасности она чуть ли не номер один в мире. Я уже говорил в начале, что мы почти 4 года живем в Польше, нашей большой семьей с двойняшками. И это прекрасная страна для жизни, с развивающейся экономикой, красивой природой и добрыми людьми. Существует миф, что поляки жуткие русофобы. Но на своем личном опыте скажу, что это не так. Хотя мы сами родом из Белоруссии, у нас с поляками свои отношения, но могу с уверенностью сказать, что поляки в большинстве своем это добрые, гостеприимные и приятные люди. Кстати, нас смотрит много поляков, и, пользуясь моментом, передаю огромный привет всем нашим подписчикам и огромную благодарность от всего сердца за комментарии и поддержку, которую они нам оказывают. Кстати, если кому нравится, что мы делаем, можно отблагодарить канал, нажав на кнопку «Супер спасибо» или стать спонсором нашего канала, если вдруг кому интересно. Там у нас будет дополнительный контент для подписчиков. Конечно, в интернете можно встретить оскорбления и даже агрессию, но надо понимать, что глупые, необразованные и злые люди есть во всех странах мира.
И плюс ко всему сейчас процветают фермы ботов, которые просто нагнетают обстановку и разводят негатив. Не нужно просто обращать на это внимание. На нашем канале много видео о жизни в Польше, наш путь, адаптация, много эмоций, информации и красивых душевных семейных видео. Мы рады всем добрым людям. Также всю полезную информацию о жизни и переезде в Польшу мы собираем в нашем телеграм-канале. Поиск жилья, обучение языку, страховки на авто и многое-многое другое. Все собрано в одном закрепленном посте. Канал маленький, ламповый, мы общаемся, отвечаем на вопросы, так что приходите все, кому интересно. За многие годы традиционно так сложилось, что поляки – это нация, которая в огромном своем количестве эмигрировала по всему миру, и около 22 миллионов поляков сейчас по статистике живет за пределами Польши. Какие страны выбирали поляки и где их максимально много находится. Но, кстати, забегая вперед, скажу, что сейчас идет антитренд, и очень много информации о том, что поляки массово возвращаются, и мы прямо сами знакомимся. Даже вот сейчас в парке сегодня утром здесь пили чай с женой, и тут выгуливает собачку поляк такой возрастной, 50+, и вот он вернулся из Англии после там тоже 20 лет жизни. Это реально, мы видим этих людей, это правда. Следующая страна в нашем списке – это Ирландия. Островное государство, еще более удаленное от континентальных проблем, член Евросоюза, но сохраняет свой нейтральный статус по многим вопросам. Одна из самых динамично развивающихся экономик Евросоюза. Высокие зарплаты, особенно в IT и фармацевтике. Англоязычная среда, что очень важно. Для тех, кто уже владеет английским и не нужно учить что-то дополнительное. Качественное образование и медицина. У правительства Ирландии есть государственная программа для энтузиастов. Называется Our Living Islands, наши живые острова. У них там цель оживить вроде бы 23 своих заброшенных острова. Для желающих туда переехать, купить жилье. Цены будут очень адекватные, потому что острова почти заброшенные. Выделяют до 85 тысяч евро на восстановление. То есть это такая программа, вам дают деньги, вы должны восстановить этот дом и жить там на протяжении какого-то количества лет. 5 лет вроде бы минимум. И, кстати, такие программы по переселению, заселению заброшенных сельских мест, такие программы работают не только в Ирландии. Они есть, кстати, во многих странах. И вот впереди мы еще будем говорить про южные страны, где тоже такая тема есть. То есть реально много всяких прикольных программ. И попадаются мне часто рилсы, попадаются длинные видео на YouTube. Люди реально переезжают, покупают, восстанавливают. Сейчас это особенно модно становится. Ирландия привлекает специалистов со всего мира, особенно в техническом секторе. Процессы достаточно понятные и простые. Из минусов высокая стоимость жизни, особенно аренда жилья где-то в больших городах, и холодный влажный климат. Ирландия – это выбор для тех, кто ищет стабильную экономику, англоязычную среду и максимально изолированное географическое положение. Скажу честно, нас самих привлекает эта страна, отпугивает только очень высокая стоимость жизни и холодный климат. Ребят, кто что знает про Данию, Австрию, Швейцарию и Ирландию? Для меня вот это максимально закрытая тема. Я не был ни в одной из этих стран. Кто-то, может быть, из подписчиков, из случайно смотрящих это видео или наш канал, кто-то знает про эти страны, поделитесь, напишите. И самый большой вопрос, что там с иммиграционным вопросом сейчас? Насколько сильно туда запускают иммигрантов с инородной культурой, из регионов, которые максимально не похожи на Европу? Напишите, расскажите, давайте, круто всем будет почитать в комментариях. Я думаю, что многим будет интересно почитать в комментариях. Поделитесь. И сейчас мы переходим к странам, которые для нас максимально ближе к сердцу и на которые мы сами смотрим с любопытством и с реальной потенциальной возможностью переезда в будущем. На первом месте в нашем списке две страны. Это Португалия и Испания. Испания расположена на Пиренейском полуострове, максимально удалена от восточной части Европы. Это член ЕС и НАТО. В стране достаточно высокий уровень безопасности. Однако в больших городах уже начинают ощущаться проблемы с мелкой преступностью, и это связывают с миграционной политикой. Испания предлагает прекрасный баланс между качеством жизни и стоимостью. Средиземноморский климат, здоровое питание, богатое культурное наследие, относительно доступное жилье, вне больших городов, естественно, и продукты. Ну и также развитая система здравоохранения. Достаточно дружелюбная миграционная политика, особенно если есть спрос на определенные профессии или возможность инвестировать.
В Испании возможно, въехав туда и прожив 3 года нелегально, потом податься на легализацию и получить ВНЖ. Это я знаю точно, потому что я видел и знаю кейсы, что так люди делали и рассказывали об этом в интернете. Пару минут поиска в Гугле или GPT вам выдаст эту информацию и, возможно, даже какие-то видосы на Ютубе. Сейчас я слышал, что этот срок с 3 лет нелегального пребывания до легализации в Испании сократили до 2 лет. Я сам об этом узнал недавно, звучит как космос, если честно, и я даже поначалу подумал, что читинг какой-то, ну потому что, ну, типа, ты нелегально жил, за что тебе давать ВНЖ, но, видимо, это работает, и, по-моему, это неплохой инструмент для тех, у кого вообще нет каких-то вариантов. Английский язык в больших городах может спасти на первое время, но испанский язык, конечно, необходим. Из минусов это высокий уровень безработицы, особенно среди молодежи. Бюрократия, низкие зарплаты по сравнению с Германией или Скандинавией. Ну и для многих тоже минусом является это слишком размеренный образ жизни южан. То, что мы, по сути, встречали и в Таиланде, и на Бали, и это касается всех европейских южан в той же степени. Испания нам лично максимально интересна. Мы рассматриваем разные регионы, просто тоже потому, что у меня там живут друзья, коллеги. Тот, кто следит за нашим каналом, давно в курсе, что мы в Азии прожили 8 лет. Это 4 года в Таиланде, 4 года на Бали. Для нас жара не является каким-то препятствием для постоянного места жительства. Конечно, она утомляет, и влага, все это утомляет со временем, но количество солнечного света, попадающего на сетчатку глаза и просто дарящего тебе вот на ровном месте преимущество в виде серотонина, эндорфина, выделяющего все мозги, вот эти все впрыски, биохимия, банальная биохимия, она компенсирует ту жару, как бы можно уже перетерпеть, посидеть в кондёре, сходить лишний раз в душ. Это не проблема. Скажу честно про себя, что когда мы приехали после 4 лет на Бали в Польшу, первый сезон зимы, такой серого вот этого периода, мне было по кайфу, прям вообще я просто настолько ностальгировал, выходил, дышал, мне было так круто, правда, честно, искренне. Но вот второй сезон уже сложно. Просто работа организма, то есть тебе нужно дополнительно пить D, нужно покупать эти лампы солнечного света, о чем мы тоже, кстати, до чего руки не дошли, потому что на все нужны деньги, и в Европе все равно дороже жить, чем в Азии, чем на Бали даже. Как я и сказал, мы достаточно серьезно рассматриваем и изучаем Испанию, все ее регионы, и сейчас нас интересует район города Валенсия и его пригороды. Также мы изучаем на всякий случай север Испании, потому что там тоже большое количество плюсов, очень мало мигрантов из инородных культур, безумно красивая природа, в целом не густонаселенные районы, города и низкая стоимость аренды. Как раз таки часто встречается в маленьких городах и провинциях севера. Испания – это отличный выбор для тех, кто ищет солнечную страну с богатой культурой, европейскими стандартами жизни и относительной доступностью, а также максимальной географической удаленностью от тревожных регионов. Ну и Португалия. Максимально удалена от Восточной Европы и находится на западной окраине континента. Член ЕС и НАТО. По сравнению с Западной Европой здесь более доступные цены на жилье и продукты. Солнечный климат, качественная еда, размеренный ритм жизни, высокий индекс безопасности в мировом рейтинге. Португалия активно привлекает инвесторов и высококвалифицированных специалистов. Есть виза для цифровых кочевников и ВНЖ для финансово независимых. Из минусов это низкие зарплаты, намного меньше, чем в Центральной Европе, как в Германии или Скандинавии. Также присутствует бюрократия. Португалия также нам максимально интересна, в частности, островная Португалия, это Мадейра. И мы уже на полном серьезе это тоже рассматривали, потому что очень много наших друзей азиатских, балийских, тайских, которые попереезжали туда. А вот из Варшавы друзья ездили сейчас зимовать, тоже в восторге, они такого тоже, вот им нравится всякая эта движуха, вот это комьюнити, таких свободных людей, островная жизнь нам близка, вот, повторюсь, мы 8 лет прожили на островах,
И для нас это, нам это подходит. Опять же, это не всем подойдет, но нам подходит. Если Португалия, то, возможно, мы бы выбирали именно остров Мадейра. Португалия – это отличный вариант для тех, кто ищет спокойствие у океана, не гонится за сверхвысокими зарплатами и ценит качество жизни. Вообще, если честно, у нас сейчас мысли вот на фоне всего вот этого, мне так не хочется жить в этих городах, в этой суете. Единственное, что вынуждает еще держаться вблизь больших агломераций, конгломераций этих мегаполисов, это школы и сады, которые чаще всего, выбор которых, хороший выбор, он в городах. Очень хочется куда-то в деревню, каким-то своим, не знаю, трудом заниматься, наладить какой-то там плюс-минус доходик онлайн, чтобы он там себе капал, работать руками, колоть дрова, носить воду, с детьми ковыряться в земле, быть ближе к природе, подальше от этой суеты, от этого инфомусора, от этих искусственных интеллектов. Но, по сути, вряд ли ты куда-то сбежишь, потому что такой у них курс на то, чтобы всех нас цифровизировать и сделать цифровой концлагерь. А мы пока вообще не дергаемся, просто живем, мы отдаем детей в школу, и пока мы в Польше, нас вообще все мега устраивает. Единственное, что очень сильно раздражает, это этот бешеный инфошум, вбросы, постоянное муссирование темы войны, большой войны, глобальной войны, ядерной, какой-то еще, людям все мало, это, представляете, если вдуматься, да, это творят люди, это просто, безумие какое-то. Поэтому, мы очень рады всем адекватным людям на нашем канале, которые поддерживают нашу точку зрения, что война — это безумие во всех проявлениях, вообще просто даже мысль об этом казалась еще недавно невозможным. Но, как мы видим, все классно, мир тонет в войнах, заливается кровью, просто для того, чтобы контролировать других людей. Я бы на месте инопланетян, если честно, сидел бы угорал. Что тут нас захватывать? Мы сами себя скоро тут истребим. Поэтому, если еще есть какие-то варианты куда-то уехать хотя бы в иллюзию безопасности, хоть продлить эту иллюзию хотя бы на пару лет, потому что так или иначе, рано или поздно, мне кажется, все равно весь мир дойдет до каких-то пределов и что-то произойдет. Все равно все это скатится в какой-то цифровой концлагерь. Хочется, по крайней мере, попробовать. Все равно же бездействовать нельзя, надо как-то действовать, надо что-то делать и стремиться к лучшему. И своими действиями тоже созидать что-то хорошее, добро, говорить, ретранслировать светлые, добрые эмоции, вибрации. И только так, вообще в этом только и есть наше спасение. Но большинство все равно тонет в инфошуме и воспроизводит страх. Самое главное не бояться, но сложно не бояться. Я тоже их не осуждаю, всех этих людей, потому что все эта история создана специально, соткана профессионально, чтобы всех нас настраивать на страх. Но давайте держаться вместе. Адекватные, здравые люди, подписывайтесь на канал. Конечно, в комментариях сейчас навалится всяких ботов, промытых, пропаганды и так далее. Но это тоже нормально, такие люди тоже нужны. В этом есть дуальность мира. Все, всем счастья. Надеюсь, что нотку позитива в ваши серые грустные будни вбросил. Увидимся в новых видео. Пока.